Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим сладкий и очень вкусный пирог с творогом. При приготовлении такого пирога не нужно замешивать тесто и не нужен даже миксер. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим изюм. 50 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. С подготовленного изюма сливаем воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Готовим начинку. В миску кладем 400 грамм творога любой жирности. К нему насыпаем 3 столовые ложки сахара. Добавляем 2-3 столовые ложки сметаны и 10 грамм ванильного сахара. Все хорошо перемешиваем. Также в начинку насыпаем подготовленный изюм. Опять перемешиваем. Берем лист лаваша и складываем его так, чтобы он подошел по размеру к форме, в которой будем запекать пирог. Лаваш разрезаем на прямоугольные части примерно такой же шириной, как и форма для выпечки. Я взяла 2 листа лаваша и каждый разрезала на 3 части. В каждый кусочек лаваша кладем творожную начинку и скручиваем трубочкой. В одну трубочку кладем примерно 1,5 столовых ложки начинки. Так скручиваем все трубочки. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму кладем все трубочки. Размер моей формы 26 на 19 сантиметров. Еще больше разных и вкусных пирогов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Готовим заливку для пирога. В миску разбиваем 2 яйца, насыпаем 1 столовую ложку сахара и наливаем 100 мл сметаны. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. Приготовленной заливкой поливаем все трубочки из лаваша. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 25 минут. Пирог получился очень вкусным и ароматным, готовится настолько просто, что с его приготовлением справится каждый. Если вам понравился рецепт такого пирога, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.